мнений. Я очень хочу научиться продуктивно думать. Но я поймал себя на мысли и признался себе в том, что я боюсь идти глубже в своих рассуждениях. Я боюсь ошибиться. Постоянно боюсь порицания виртуального родителя. А потому боюсь сформировать свое мнение по какому-то вопросу. Как перестать бояться? Ну, мы же все боимся в каком-то смысле. Ну, ты посмотри на меня с той стороны, тогда, что я боюсь вообще больше всех. Может, тебе как бы это, может, тебе это поможет. Потому что, ну, на это тоже так можно посмотреть, понимаешь? Я настолько устал от постоянных ошибок, которые я все время делал, пытаясь понять, что такое жизнь, а я их делал регулярно, просто когда-то менее интенсивно, когда-то более интенсивно. Ну, каждый раз я вот что-то сел, подумал, там, не знаю, прочитал, там, открыл Альбера Камю, прочитал его, там, потом, не знаю, открыл Жана Поля Сартра, прочитал его, захлопнул, смотрю на мир, блин, не похоже. Ну, не похоже. Открыл следующую умную книжку, там, почитал, не знаю, Гегеля. Вообще чувствую, ну, не мое, короче, не идет. Потом, не знаю, там, еще кого-то. Смотришь на жизнь, опять не совпадает. Я настолько устал от этого состояния, что я просто как бы понял, что я не хочу больше иметь свое мнение вообще ни по какому поводу. Потому что оно все время не то, как бы. Оно все время какое-то мелкое, там все время какие-то непонятки, и тут косяк, и его защищать, больше сил на это уходит. Может быть, во многом именно эта усталость сыграла какую-то роль, что я перестал думать собой. Решил, что критерий истины-то снаружи, но если я все время смотрю в жизни и вижу, что не так, как я подумал, так зачем мне думать тогда? Я просто буду смотреть, как есть. И это стало работать. И это стало работать. Я стал не опираться на свой опыт, на свое мнение, а я стал смотреть, а как реально есть. Вот человек приходит, там, он задается вопросом, как мне поставить? А раз сразу в голову. А я сразу раз, как это, как жизнь имеет в виду? Как надо ставить цели? А как их ставят тут? А как тут? А как вот эти? А как вот эти? Но я не обращаюсь к опыту. Я пытаюсь почувствовать, что сама Вселенная имела в виду, когда это так работает. Вот, поэтому, может, это и хорошо? Может, это и хорошо? Может, тебя твой страх вытолкнет в итоге в то, что не надо опираться на свое мнение. Надо попытаться найти, как работает на самом деле. И через этот вопрос я вышел в итоге на то понимание, которым я сейчас делюсь. Потому что пока продолжал строить мнения, ну просто были все более и более замысловатые и витиеватые мнения. Но в них не было истины. Понимаешь, ты задаешь очень сложный вопрос. И на самом деле, если честно, мне кажется, я не смогу тебе помочь. Почему? Потому что он требует созревания. Ты устал от ошибок, и как бы, по сути дела, то, что ты ищешь, это некий критерий истины. Да? То есть как мне точно знать, что все верно? А он снаружи, понимаешь? Вот самое сложное, что чтобы что-то понять, надо смотреть не вовнутрь, а наружу. А там все есть. В мире как-то же это работает. Все, что остается, просто найти, как именно. Ну так бери, да и ищи. Но прикол в том, что люди все смотрят на одно и то же, а видят все разное. Почему? Потому что каждый ищет свою внутреннюю логику, а надо искать, а что имела в виду жизнь, когда это происходит. Потому что когда ты смотришь вовнутрь, например, не знаю, там, девочка смотрит внутрь себя и чувствует, что ей не нравятся мальчики. И вот она, можно же разными путями. Вот как ум человека тухнет, да, ну, в смысле, затухает, да, то есть как он перестает видеть свет истины. Вот она со своими ощущениями, что ей, например, а ее там, например, ну, папа там лупил по жопе, да, и все плохо сложилось, короче, она больше не может контактировать с мальчиком. Такой социофоб, получается. И вот она начинает как бы свой путь вот этот, да, то есть надо же как-то дальше с этим жить. С одной стороны, я женщина, и мама говорит, ищи себе мужчину, там, подружки все там вышли а мне не надо никого, мне хорошо одной. Я так люблю одиночество. И вот возникает вопрос, каким путем ты дальше пойдешь? Ты будешь смотреть дальше в себя, что ты там увидишь? Ты увидишь свое нежелание контактировать. Какое это родит в тебе понимание?
Ну что я особая женщина, что мне нужны особый путь, там, не все женщины там созданы для общения. И пойдет вот эта бредятина, да? А можно посмотреть наружу и спросить, а что имела в виду Вселенная, когда рождается женщина? Вселенная имела в виду, что у нее есть мужчина? Ну-ка потрогала, тут, вроде как бы все, это все приспособлено, чтобы мужчина был, да, то есть, ну, Вселенная напрямую намекает, что не важно, что ты там в своем неадеквате придумала себе. Все работает-то так, чтобы мальчик был. Но тогда, чтобы принять эту внешнюю логику, надо же признать, что все, что я чувствую, это полная брехня, а ведь оно так и есть. А ведь оно так и есть. Какое значение это имеет, что ты там себе напридумывал из-за того, что ты убежал от боли в детстве? Можно же придумать что угодно, некоторые люди пол меняют, потому что им выгоднее решить, что Бог ошибся, а не они ошиблись. Понимаете? Это какой уровень высокомерия надо иметь, чтобы, смотря на свой физический носитель, отрицать его функции. Это высокомерие уровня Бог. Но человек готов идти даже на это. Даже на это. Вот, собственно, понимаешь, то действие, которое требуется. Но оно требует невероятного волевого усилия, преодоления собственных вот этих вот ощущений тела. Их всегда надо чувствовать, но их не надо принимать в расчет. И вот это так сложно, понимаешь? Всегда их чувствовать и не принимать их в расчет, когда ты что-то идешь делать. Ты знаешь, что будет больно, будет очень больно, будет неприятно, ты почувствуешь себя неадекватным, придется делать то, что ты никогда не делал. Это не имеет значения. Почему? А потому что природа имела в виду, что ты это делаешь. Это просто ты от себя типа убежал. Ну вот то действие, понимаешь, которое тебе придется делать, чтобы иметь реально ответ в виде истины. Либо у тебя есть другой путь, да, то есть убираем сейчас вот это все, что я до этого нес, просто это вот стираем, да, и говорим тогда просто о том, что у тебя есть страх ошибки. Ну, то есть у тебя есть эмоция, ее надо отработать, да, значит, соответственно, надо что-то понять, что-то в теле найти, прожить, да. Ну и вот я в одном из предыдущих ответов рассказывал, как быть с эмоциями. Ну, соответственно, ты можешь взять тот ответ, да, и если тебе нужно решение того порядка, то ты можешь его применить к своей ситуации.